Товарищи белогрибники зашли в свою посадочку. На улице морозы, иней. С нуля приехали, но пока... В общем, я первый, Валерка кричал, не заходите первыми в посадку. Я первым не зашел, там он пропустил, я пропустил. В общем, по десятку белых у нас уже есть тут с лету. Он мне что-то хотел показать такое, но сделал вид, говорит: Станислав, я прикину, вроде я не нашел, при вас буду находить. А ну давай, что ты там при нас находишь? Уже холодно для гриба. І він, бідолашка, не може навіть прорватися. А, так він ліг, да? Він ліг. Вон, бачите, як виходить. Ну давай виковирюй тоді його. Ну, суть така, що треба все листя перебрати повністю, руками нам кругом. Прийдеться Будемо перебирати. Сьогодні робота у нас така. Зараз буде. такого. Отак, Валера, да, отак прогрібати листочку. В общем, по ходу какие-то фрагменты будем записывать. Да. Может, еще фильмец выложим. Ну, зря, что не засняли первые, ну, простите, снимем вторые. Тут реально я не прикасался, не знаю, что за этими листьями, но процентов больше, чем 50 даю, что там гриб. Вот если вот так вот его отвернуть, вот так отвернуть в кадре, то получается, что вот он, да? Ну, опять же, тут дубовый белый, потрясный. А вот эти все листики надо вот так вот ходить и буквально поднимать, тут все перещупать надо. Все. Ну, дубовичок беленький, да, стоит такой, так что приехали не зря. Вот это самое утро, работа начинается. Что бачишь тут, Валер, таке, щоб в кадр показати? Да. От, бачу, дивіться. А, давай. От два красавчика. Ага, ну вот рядышком. Вот еще два белячка. Притом это сколько время сейчас, где-то 7:30, да, наверное? Да, десь так. От дивіться. А, в песочке под ним вот, он в песочке сидит, выгребает, да. О, понятно. Рядом, дивіться, не виліз. Понятно, що ростуть. А ти його покалічуєш, да? Он. А, будеш брати, да? Конечно, а чого я не взяв? Будешь брать. Ну, в общем, вот так, да, насобираем каких-то немножко моментов. Почему фильмы у нас плохие? Потому что нам некогда снимать эти фильмы. Вот Валерончик тут кучу нагреб, а теперь Ні, це що-то просто не идет по ряду, говорит, дивіться. Так, вынимай, да. Гриба. Вот такой метод поиска гриба. Ну, мы не жалеем, что приехали. Мы поняли, что гриб у нас сегодня будет, это для начала, потому что место у нас рабочее, хорошее. Не, таке в руки не бери. Ну, как-то так, да. Пока нету, да. Хорошо. Мне, честно говоря, больше нравится собирать те, которые вышли. Но Валерка прогребает очень серьезно. А вышли хотя бы вот так, потому что, ну, понятно, сладенькая парочка. Да. Вот, пока косим, то есть наш заход в наше место можно назвать таке косовиця, як кажуть. Пока косим, есть где нам тут поработать. Вот, так что работаем. Недостаток видео в том, что очень много суеты в кадре. Вот, я сам потом, когда дома смотрю, то не согласен. Ну вот пока, да. Пойду к Валере, вот эти два возьму, вернусь к кульку, потому что он меня сейчас говорит, вы тут були, а я видно. Місце, де ви різали. Да, я так. От, шпуль. Диви. Ага, беляк сидит, да. Ну, сейчас беляки уже стараются из листьев не вылезать, да? Я думаю, что да. Надо вот так проверять, потому что те, которые вылезли, им может быть вчера-позавчера, а много стараются из-под уже там осемениться, стараются под листьями, и потеплее немножко. Пока гордиться особо нечем. Результат на старте. Ну, он так впечатляет, мы на свое место зашли. Понятно. Валера там кричит что-то. Понятно, что попали на грибы. Гриб, ну, понятно, что им уже тяжеловато при такой погоде минусовой проклевываться. Так что сборчик продолжается. Наше место отрабатываем. Валера после меня, как обычно, он там собирает. В принципе, вот они, да. Но это смотришь, что там, где ты чистил, вот еще как-то подходишь и забираешь. Вот парочка синих, красивеньких, хороших. Потом вот эта ситуация, когда заметил следующую. Да, вот сидит. Следующий такой хороший. Можно его, например, взять и положить этим. Пусть он здесь полежит пока. И обсмотреться. Потом возвращаться к Валере. Потому что, честно говоря, я его оставляю на более жирных местах. Ну вот, тоже интересненький. Такой чудненький грибочек. В кадре попал хороший.
И потом, если вот так оглянуться, то вот под деревом тоже этот посимпатичнее. Может быть даже, не знаю, с какой стороны его снять, может быть даже сегодня самый красивый. Ну, вот такой грибочек. Но вырос же. Вырос, поэтому вот с одной оглядочки тут получается, даже если нам найти рядышком положить, сколько? 3. Вот. Ну, вот 5 штучек, да. Даже как бы наработка. А здесь где-то рядом еще. Просто придется с паузами все это делать. Это здесь же, при этих 5. Вот. Выключил камеру, как я сказал. И смотрю, сидит еще один. Ну, такой нагастик, да. Вот хороший нагастик. Сейчас его почистим, тоже в кулечек отправим. В кулечке, в принципе, потихонечку ситуация улучшается. Вот так нарастает. Так это мы здесь там, 20 минут, наверное. И Валера покрикивает все время. Эти 2 силача выросли просто на дорожке. Такая лесовая дорожечка. Вот они тут вот так вот подняли мух и выдавили. Не знаю, вот еще какое-то выдавливание. Нет, это копытце. Тут не получается. Так что пока такой тоже коротенький фрагментик. В любом случае сезон закроем не с пустыми руками, это радует. Вот. Но то, что было сказано в прошлом видео, это пока мнение такое, что остается в силе, потому что вряд ли сегодня будет такой результат, но будет пару переездов, поэтому посмотрим. Вот Валера бежит сливки, так сказать, снимает. В характере я стараюсь обсматривать. Вернулся. Ах, красивец. Он не нога есть. Такой хорошенький, не вижу, чтобы вам еще добавить в этом кадре к нему. Ну пока, то есть мы уже 2 раза поменяли с ним местами. Вот. Дорабатываем эту посадочку, будем советоваться, в какую переезжать. Появились конкуренты, не хотел снимать уже, 3 грибочка еще нашел. И пока делаем паузу, потому что... и между этим было еще 2 десятка. Надо от людей куда-то оторваться. И решил включить камеру. Там 3 штучки было, думал не снимать. А тут получается, ну понятно, что переросточки. Вот. 1, 2. Такая семейка. Вот тут 3, но эти червивые, они видно долго сидят. Не растут, потому что холодно. Вот этот немножко поплотнее. Вот тут такой грибочек интересный. Вот там были, вон там почищенные, где-то еще оставались. И просто у них тут предатель взялся в семье. И такой шлопачок, да, не знаю. Нога съедена, шапку может возьму. То есть это больше похоже на какой-то сезон даже. Никто не пособирал. Ничего, ну, шапочки останутся. Ноги тут, конечно, никуда не годны. Шапку может, ну вот даже если посмотреть, нога выбрасывается однозначно. Шапка на отдачу, скорее всего. То есть из вот этих 4, 5, 2 берутся. Ну, было приятно с ними столкнуться в лесной чащобе. Только что 2 плотненьких срезал, могу только место показать. Вот. Я так хожу, обсматриваю. Здесь чищу, включать, выключать камеру, вся ситуация. А тут вот, получается, в этот край никто не ходил, может быть результатно. Тут здесь даже буханки остаются. Получается, ух ты, на плотной ноге. Хороший. А что с и буханочка хорошая. Вообще, ну, смотрите, ну, сушка, да, решили. Ну, наверное, посушу в этот раз немножко. На сушку буду брать. Может, отдавать даже не надо. Ну, сейчас же выключу камеру и опять снова попадет. Вот если вот так убрать елку и раскрыть, вот что здесь получается. Ну, белячок, да. Белячок, вот как раз благодаря тому, что поднял, выбросил елку, так и белячок объявился. Ну, почищу. Такие 3 штучки. Ну, стоп, вот еще какой-то пузырь. Что это? Вон тут сыроежка розовая сыпалась. Ну, понятно, что вот она, мы ее не берем. В принципе, пошло какое-то зацепление. То есть вот картина выглядит приблизительно так. Это раз. Можно я сорву, чтобы не возвращаться. Тугенький. Положу возле кулечка, потому что вот здесь заметил 2. Тоже очень тугой грибочек такой. Хороший. Пока пытался оглядываться, но тут оглядываться
собственно, приятно, когда заходишь в лес, который ты понимаешь, что как тобой не вытоптали. Это тут все проверено. У нас вот такая ситуация. Медленно только надо съемочку делать, потому что это очень красиво. Да, это какой? Тугой. Ну, чуть-чуть, может быть, мягковато, но будем чистить. 3. Вот его... О, вот этот тугой, да. Нет, тоже рыхленький срезать. Придется срезать. Часть не 4. Отложу до кулька. Вот, ага, смотрите. Значит, заметил то, чего не видел. Вот здесь у нас прячется, ну это как считать, 2 или 1 там его переросток маленький. Это не закончится, конечно. Жаль, что переростки. Вот тут под сосной сбился со счета, не помню. В общем, давайте вы считайте, если вы еще не сбились. Вот эти тоже надо положить нам. Да, их никто не собирал. Мы бы засекли, наверное, в прошлый свой переезд. Вот это дело. Потому что сейчас картина вот такая получается. Но я вот как-то не пойму. У меня же был еще вот здесь. Притом очень хороший. Выскочивший. Давайте на секундочку загляну. Не вижу, не знаю, может потом эту елку даже поднять. Она поднимет хвою там. Наверняка еще какие-то появятся. Значит, выйду на эту сторону. Вот, положу этого гриба сюда. Пойду дальше. Собственно, тут надо перерыть, наверное, все. Потому что есть еще вот такой маленький. Да? Тоже, наверное, во вторую кучу. А потом вот здесь. Вот смотрите, как показывать этот. А у него видно братик еще подлезть. Вот этот. И вот тоже баночку уберем. То есть раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это вот такая семейка. И та куча, в принципе, я так понимаю, что это одна грибница. Вот, ну не буду показывать, как чищу. Надо выделить время сейчас на то, чтобы это все перечистить. То есть вот здесь кучка. И вон там возле кулька кучка. Вот это все одна грибница. В общем, эту сосну переложил вот отсюда, вот сюда. Там еще 4 штуки было. В общем, планом с одного места вот такая картина. Ну, для конца октября это неплохо совсем. Валера убежала, мне сидеть их чистить сейчас. Решил пойти к дубу тут в середине посадки. Увидел его с края. Думаю, проверим, что там под листиками. На подходе. Ну, что под листиками. Дубовый белый, твердый. Ух, твердющий. Эти да. Эти да. Тоже, ну, все не обсмотрел, вот на них наткнулся и решил снимать. Очень твердо. Очень здоровая. Так что пока особых перерывов у нас в сборе нет, мы так зашли. И по большому счету трудимся. Ну, хотелось бы одним куском, но давайте вместе с вами обсмотримся. Но это же не факт, потому что семейка бросилась довольно-таки плотненько. Ну, ах да, обсмотрелись и не пожалели, значит тоже вот еще один выход с грибов. Был перерыв несколько часов, покушали, кульки были настолько тяжелые, что уже собирать просто было нереально носить, отнесли. Валера говорит, там уже больше 200 грибов, но у меня сел аккумулятор вот на предыдущем кадре, если будет смонтирован фильм. Сейчас немножко разошлись, получилась смешная ситуация, встретили мужчину, начали расспрашивать про грибы, он говорит, идите сюда, вот 2, а у него козуб пустой, вот так они выглядят. Мы посмотрели, я отказывался, он нам их дал. Ну, пришлось взять, так сказать. Вот и смотри, какой интересный, ну беляк, такой необычный, на солнце выпаленный очень. Все 3 тугие, без вопросов, белый гриб, все равно интересная шапка. Продолжаем, мы уже после перекуса набрали и сейчас Валерка немножко разошлись, но вот 10 минут и вот столько. Вот еще 5 минут и еще вот столько. Я оторвался, говорю, Валера, ты тут коси, я пойду на разведочку. Вот, собственно говоря, разведочка. Так что пишу на валероновский телефон.
продолжение фильма. В принципе, если продолжать историю, то она выглядит вот так. Вот тут двойной сросточек. Вот одинарничек. Давайте будем вытягивать. Вот вижу молодюсенький. То есть я сейчас хочу с вами таким мнением интересным поделиться. Вот по большому счету, смотрите, что получается. Порезали леса вокруг Киева. Сосну хорошо вырезали, продали. Политика не интересует. Но меня это вот как-то начинает устраивать. То есть если вместо этих лесов в ближайшие годы вот эти все просеки, вырубки вот таким мешанным лесом порастут, как вот здесь, например, березка, сосна, дубочек, вот, то это же будет страна белых грибов. Так что продолжаем. Потому что даже смотрите, как получается. Вот, был пятый, раздавил, но буду как-то забирать. Возле кулька положу. Вот раз. Тут шестой еще. Да, вот эти же мы всех видим. 4 штучки тут молодых, хороших. Вот раз. Вот два. Вот этот покрученный туда сильно. 3. 4. Вот тут еще было. 5 еще надо будет. Ну, тут я выбросил. Вот. Но при этом всем вот хочу показать. Так, это мухомор. Хочу показать местность. То ты, Оксана? Хочу показать местность. Хочу. Да что-то Сири в кармане включилась. Глупая женщина. Отстань, Сири. Все, ну пока в этой семейке не видно. Может вот здесь вот еще. Один, да, сидит. Сири, отключись, пожалуйста. Я тут с нормальными людьми разговариваю. Отключись. Вот, поэтому вот вырубка, порубка. Да, произошла ошибка и все. Порубка. Вот видите, ради леса. Вот так и собирайте. Хочу подтвердиться, что такие вот истории продолжаются. А в этой порубке, то есть, вот, скажем, прошлые годы она была пустая. Я заходил, смотрел. В общем, нечего брать было. А сейчас получается, можно было с той стороны. Это 3. Сейчас пару листиков подниму, там еще парочку найду. Хотел вам показать вот с расстояния 30 метров. Показываю дуб. Вот, и делаю заявление, что иду туда, под ним будут грибы. Ну, пока не получилось, пришлось чуть-чуть оглянуться назад, но не безуспешно. Так что вот так. Иду к Валере. Позвал. Ну, по большому счету, да. Валерка сейчас идет по жирному маршруту. Я так всматриваю, завлекаю. Вашему вниманию, семья с 3 Нашого ловких особей. Да. Ну, вот так. Это выглядит, а якщо і взяти. Раз. Шпульк. 2. І шпульк. 3. Що ти з ними будеш робити? Почистить в кульочок. Хорошо, давай, Валерочка, давай. На дворе не знаю сколько времени. Тут у нас нарезается, я не знаю, вот это елітка, не елітка. Диви, ти якщо хочеш, ти можеш елітку тільки отакі кусочки оставляти. А ноги вне елітку, понял? Ну, я як такий хочеш, тугенький, рівненький Оце, оставляю. да. Вот там что-то, вон полная мойка грибов, тут миска намитая. Наташа в 3 кастрюлях воду варит. Ну, в общем, процесс идет. Я тут что-то домываю, но у меня, конечно, дна еще не видно. 2 миски вот эти намыли большие. Ну, по прогнозам Валеры еще 4 миски как минимум. В общем, работаем. Все у нас хорошо, да, Валера? Да. Що ми сьогодні зробили правильного? Що не поїхали рано додому. Нет, просто выиграл, то не может. Здесь мы сегодня посчитали. Валера, сколько грибов здесь? 609 грибов лежит в ванной за малым.